Ну, на это стадо могут и гости прийти, мои знакомые. Сентябрь месяц вполне возможно. Здесь Володя пасет. Мой старый друг и помощник. Володь, Да. у тебя могут быть и гости на это стадо. Поэтому я к вам и обратился. Надо понаблюдать. Да. Да, Володь, помнишь мимино? 8 баранов это со мной. Да. С тобой сколько здесь у тебя поголовья? Не буду говорить, Не говори. чтобы не, Чтоб не чтоб не злазить. шокировать. Да. Чтоб не злазить, да. Большое стадо, конечно, хорошее. Вот. Ну как тут дела, рассказывай. Да нормально, вот уж к вам обратился. Есть опасения. Начали выгонять. И люди уже по округе поговаривают, что видели двоих. Вот, поэтому вызвал вас посмотреть. То есть может быть гости, да? Обязательно, да. Потому что сентябрь. Волчат будут натаскивать по-любому. Да, да. Поэтому надо заранее как-то предотвратить, скажем так, этот момент. Дело в том, что ты выгоняешь, и запах пошел по ветерку аж туда, до Калининской стороны. Конечно. Запах для них очень приятный. Запах для волчка это самое то. Поэтому как бы да, надо перехватывать. Хорошее стадо у тебя. И курдюк Дай есть, бог. да? М? И курдючный есть, я смотрю. Да, ну хотим выйти. Не часто, да? Да, хотим выйти полностью на курдючку, но пока так. Ну половина где-то курдюка у тебя, да? Да, да. Гисары, дельбаи, жирохвостики. Ну гисарская порода вообще курдючная, да, как нас учили в институте. Да, есть и гисары, есть и дельбаи. Ну, самые лучшие считается гисарская порода. Ну тебе надо просто, наверное, хорошего производителя барана. Да вот гисара. уж обратились в этот институт по племпроизводству. У них только и дельбаи. И сколько так ради интереса? Доза, по-моему, около 300 рублей одна доза. Нет, не доза, но это искусственное семенение. Да, имеешь, да, А да. если барана купить? Ой, это 100 и выше. 100 и выше, да? Да, да. Дорогие. Очень дорогие, очень да. дорогие. Ну и мясо, самое лучшее мясо. Ну, курдюк же, кроме того, идет на все всякие эти самые удовольствия, да, У него различные. все микро-макроэлементы. Володь, я пробовал курдюк, Угу. готовили в Карачаях. Ну, люди, конечно, от него балдеют, а я что-то не особо. Ну, привыкать надо ко Привыкать вкусу, надо. да. Мясо, да, с удовольствием. А курдюк вот мне не особо нравится. Меня угощали копченым курдюком. Вот Мне копченый, прям, может, действительно, прям понравился. может получше Да. будет. Ну, там да, тоже своя специфика, свои рецепты. Ну, ладно, давай, Всего доброго. работай, работай. Поехал я, свести, короче. Спасибо вам, что приехали. Давай. Вот такие труженики у нас живут в Краснодарском крае. С 5 утра пасет овец. Конечно, такое стадо удержать одному очень тяжело. А сейчас вот оттава пошла после уборки. Пшеничка проросла, вот они и подбирают. Очень хорошие. Ну, судя по поголовью, голов 300, то точно есть, наверное. Если не больше. Ладно, поехал я. Удачи тебе, Володя. Да, и сюда ходит по дороге. А вот на этом поле Володя там и пасет баранов. Здесь и фазаны походили, очень много. Ну а что, кормовые паря рядом. Подсолнух, кукурузка, все здесь. И вот это тот перекресток, по которому волки переходят на ферму. Так что обстановка напряженная. Скоро они должны появиться у него. Вот в одном укромном уголке ребята бросили 2 барана еще с осени. Говорю, подготовьте на всякий случай. Что тут будет, не будет, фермеры. И вот я приехал и поставил фотоловушку. Ну вот и посмотрим, что здесь будет. Вот прошла неделя. Сейчас посмотрю, что там с баранами осталось. И буду принимать решение. Ну здесь явно рабочая обстановка. Кто-то их жрал. Вот. И вот здесь вот на дереве у меня фотоловушка. Вот, сейчас я ее сниму и мы посмотрим,
что она покажет. Картинка должна быть изумительная. Посмотрел фотоловушку. Значит, пришел сначала один шакал, поковырялся. Вот, ну так, неохотно, не голодный зверь. Потом пришло два волка, волк и волчица. Волчица прям отметила, что это ее место, прям по камышу так отметила хорошо. Вот. А на следующую ночь пришло 3 волка. То есть они уже дали дрозда этим телкам. Поели чуть-чуть, поковырялись и ушли. Ну, видно, что зверь не голодный, но он отметил себя, так сказать, что он же приходит. Ну вот, буквально я засек время, интервал движения у них должен быть где-то через 10 дней. Через 10 дней я должен их ждать. Вот такие дела. Так что все, зверь есть, охота начинается в этом месте. И, скорее всего, идут, конечно, по этому переходу. По этому переходу. Или вот по этому переходу. Ну, посмотрим. Ну, все хорошо. Настроение поднимается. Зверь на месте. Охота на волка начинается. Время идет. Барана уже частично перевели на выгульные базы. И вот я в засидке на своей ферме. Замаскировался среди деревьев. Натягал веток впереди, чтобы меньше засидку было видно. И вот в это окошко наблюдаю за своей привадой. Дай бог повезет, может и волчок придет. Посмотрим. Ну вот и все. Просидел всю ночь. Никого не видел. Ни волка, ни шакала, ничего. Наверное, эти волки перешли в другое место. Будем искать. Хищник на приваду не идет. То есть он не голоден. Просто обождать надо недели 2-3. Или морозов, или снега дождаться, чтобы хищник оголодал, а потом пойдет на приваду. Конечно, волков уберу, скорее всего, на это хозяйство. Пойдут шакалы. Ну, шакалов тоже можно почистить. Вот. Нам-то какая разница, лишь бы дома не сидеть. Будем регулировать численность шакалов. Волки проявили себя на соседней ферме. Буквально в 5-6 километрах отсюда. Животноводческая ферма отличается тем, что сюда, вот именно вот в этот пас, приходил волчок, говорит, и задрал одного теленка. Хватка конкретно, говорит, прям по месту, горло выдрано, ну чисто волчья. Сейчас поставлю здесь фотоловушку и посмотрю, кто сюда ходит. Может, бродячие собаки, может быть, волк на самом деле. Вот и посмотрим, кто сюда ходит. Если что, будем принимать решение. Эта ловушечка стоит. Вот. И бычок здесь стоит тоже. Здесь у него и бычки на откорме, и бараны. В общем, комплекс животных. Но вокруг все заросло камышами. На ферму повадились волки. Залазят прямо в корпуса и дерут овец. Но меня попросили ребята, я поставил фотоловушки, посмотрел, как волки лазят туда-сюда, и решил ребятам помочь. Ну, чтобы как-то убрать волков с фермы, я сказал, говорю, давайте сюда барана привяжите, чтобы вот подальше от фермы, и я здесь буду их встречать. Вот именно убрать набеги с фермы, и пусть они идут сюда жрать, именно туда, где я скажу. Вот ребята притащили мне приваду. Дорезали овцу, привезли сюда. Волк так просто сюда не придет, куда я ему сказал. Только заманить его можно пищей. А пища это вот тот баран, к которому он лазил в базы. То есть как раз то, что надо. Круг замкнулся. Ну и поставлю фотоловушки сейчас. Пусть наблюдает. Сейчас обойду, посмотрю. Может быть, придумаю что-нибудь. Да, тут практически везде встречаются следы. Везде встречаются следы. Вот в этом углу где-то их надо ловить. Где-то устраиваться здесь мне нужно в своей засидке. Ну, конечно, стрельба будет интересная, потому что волк может идти 15-20 метров.
и 50, и 70, и 100 метров. Поэтому как бы я буду стрелять, я не знаю. Буду пробовать. Да, скорее всего, это тот, который на ферму ходил. Крупный зверь. Отличный. Вот сегодня нет, но я натоптался. А завтра я, пожалуй, и сяду здесь. Фотоловушки, поставленные мной в разных местах вокруг фермы, показали, что волки присутствуют и прекрасно себя чувствуют, в том числе и хромой. На следующий день я на месте в своей засидке. Вечереет. Посмотрим, что ночь нам готовить будет. Первый появился фазан, который задержался на кормежке, а теперь торопится в лесополосу залезть на дерево на ночевку. Фотоловушку увидел, что волки лазят. Я просто сел вот на этой дороге в 9:10 где-то, 21:10 собака залала на ферме. А потом на меня вот где-то 21:15, 21:20 наваливается такая жуть. Страх не страх, а вот именно жуть навалилась, накрыла как одеялом. Это волк сзади по дороге ко мне подошел, когда я в засидке сидел и наблюдал за мной. Вот этот взгляд я на себе прочувствовал. Это уже второй раз. Первый раз лет 12 назад я прочувствовал. Это самый первый раз, тогда было действительно страшно. А это я знаю, что он не нападет, он просто вычислил меня на этой дороге. Вот понаблюдал за мной и, видать, или я шелохнулся, или еще, или накинул на запах на него, ветер на меня. И он сквозанул. Он четко знал, что я его жду. Вот это их и не было здесь долго. А потом, конечно, было принято решение вот это вот сюда вытащить барана, здесь сделать приваду, а сидеть уже наблюдать метрах 100. То есть эта дорога должна быть чистая. Он должен ходить по ней и меня тут ни в коем случае не слышать. Я сколько перестрелял уже волков, но взгляд все равно я чувствую. И от него... Причем кишечник работает независимо от того, хочешь ты куда-то или не хочешь, он сам по себе. Вот волк минут 5 наблюдал, я еле-еле усидел в засидке, чтобы не выскочить в засидке. Вот он ушел, потом я еле-еле успокоил свой кишечник, досидел до 12, никого, и уехал. Так что вот такие дела, ребята. Ночная жизнь фермы. Сторожевой пес лает, а волки от него убегают. Вот, а тут баранчика кто-то погрыз. Посмотрел, 4:23 пришло 2 волка. Волк есть, в принципе, можно будет приехать и посидеть. Сегодня я решил стать с другой стороны. Так что я сел с обратной стороны, но он должен прийти со стороны фермы вот по этой дороге. Вечереет. Замаскировался в своей засидке в высокой траве перед навозником. В гляделку вижу, что в половине 10 ночи появился шакал. Пришел со стороны навозника. Подошел ко мне метров на 30. Уставился на меня. Видимо, вычислял, кто это тут сидит. Понял, что я безопасен, и ушел. А вот и второй шакал бежит оттуда. Но я замаскировался хорошо, даже траву сверху засидки накидал, так что не видно. Да еще в балаклаве сижу, чтоб лицо не светилось. В нашем деле главное оставаться незаметным для зверя. Тогда успех обеспечен. А вот и волчок. Почувствовал что-то, озирается. Пора карабин брать. Ушел. Вот он. Все-таки сомневается. Ушел. А это шакал уставился на меня. Ничего не заподозрил, ушел. Волк вычислил меня и ушел. Остается только за котиком наблюдать, как он мышку ловит. Вот он. Есть. Из-за этого кота с мышкой чуть волка не прозевал. Пойду к нему.
Да, это тот крупный волк, который по корпусам лазил. И наверняка это тот, который ко мне сзади подходил. Хороший, выленивший зверь. Мне, конечно, сильно повезло, что он опять появился, а то я уже думал, вычислил меня и ушел. Чтобы еще раз убедиться, что тут сидит чужой, он неожиданно выглянул из-за бугра, что я еле-еле успел поймать его прицел и выстрелить. Ну-ка, что тут у него с зубами? О, года 4, а то и 5 ему будет. Клыки уже наполовину стерлись. Слава богу, что не подвел фермера и убрал эту напасть с его хозяйства. Не будет больше вреда фермерам приносить. С трудом вытаскиваю свою добычу на дорогу и тащу его к машине. Все отлично. Охота продолжается. Началась зима, слава богу. Я приехал на то место, где у меня уже 2 барана шакалы съели. Вот, волчка не появлялось. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь. Я притащил 3-го барана. Вот, ну, морозы начались. Сегодня уже минус 10, минус 13 на ночь. Поэтому, я думаю, волчки появились и должны все-таки как бы начать этого барана кушать. Ну, сейчас сниму фотоловушку и посмотрю. Ну, в таком у меня состоянии фотоловушка. Что она могла снять, не знаю. Но охота отодвигается на неопределенное время. Потому что неизвестно, зверь ходил или не ходил. Посмотрим сейчас. Посмотрел фотоловушку. Значит, до снега приходило 2 шакала, питалось. Ну и волчок заявился. Походил вокруг, но жрать не стал. Ну, скорее всего, или прошлогодний, или волчица, потому что не такой крупный, как должен быть. Но это самое главное. Так что охота продолжается. Волк ее нашел, эту приваду. Теперь будем наблюдать, когда он начнет ее жрать. А пока на мою приваду ходят 2 шакала. Причем до чего обнаглевшие, приходят даже днем, ничего не боятся. Приехал на свою приваду. 2 недели меня здесь не было. Но сейчас не успел выйти с машины, нашел следы. Да вот они, следочки на дороге. Значит, волчки были. Значит, волчки были здесь на приваде. Сейчас пойдем посмотрим. Может, тут уже делать нечего, все сожрали. Угу. Все. И хорошо начал жрать. То есть надо приходить его добывать. Сейчас я сниму фотоловушку, другую поставлю. И вот здесь желудок вытащил. Жрал фотоловочку. Сейчас посмотрю, что здесь было, а другую поставлю. Мои уже знакомые шакалы на месте. Продолжают разбирать барана на запчасти и с аппетитом его кушать. А тут и волчок. Видно, что это крупный самец пришел и пытается тоже что-то там найти съедобное. Так что можно садиться в засидку и пытаться его добыть. Тем более, что сегодня день его посещения приваты, 10-й. Поперечной посадки. Мое место для засидки. Все, тишина в студии, работаем. Утепляюсь, одеваю жилетку и сажусь в свою засидку. Вот это время, когда ты садишься в засидку, самое лучшее для меня, потому что неизвестно, что придет. Вот такая картинка уже у моей засидки. Я впереди вот веток всяких натаскал, упавших, чтобы она как-то сравнялась и не было новым пятном в лесополосе. Я вот натаскал вот это всего, ясно, всякой всячины, мусора этого, и замаскировался. Теперь будем ждать, что боженька нам даст. Ради этого мы и ездим на охоту, чтобы получить вот это ожидание зверя. Ну и дай бог не промазать, конечно. А вот и зайчик прибежал слева от перекрестка и бегает передо мной. Говорят, примета такая, если в начале охоты зайца увидел, то удачи не видать. Ну вот сейчас как раз и проверим, будет удача или нет. Так, это уже шакал. Нет, стрелять не буду. Надо дождаться волчка.
А вот и он. Так, ну что тут у нас? Хороший. Так что ж это у нас? Интересно. Да ёпа мать, это ж волчица. Это ж волчица. Точно, точно. Значит, волчок еще гуляет. Да, волчок здесь рядом. Ну, надо будет приехать. Отлично. А я думал, волчок. Отличный трофей. Ну все, дотащил волка до машины. Все нормально. Здесь остался еще один одиночка. Охота по волку продолжается. Работаем дальше. Приехал через недельку, посмотрел фотоловушку. Довольно-таки крупный волк ходит по лесополосе, посещает приваду, так что можно спокойно садиться и ждать только волка. Шакала стрелять не будем. Ну вот отсюда я где-то и буду. Устроился в лесополосе, вот 100 метров баран. Фотоловушку поставил, как я буду ходить, если подстрелю что-нибудь. Буду здесь сидеть. Буду ждать только волка. Шакал мне не нужен. История повторяется. Прибежал все тот же зайчик ко мне. Это хорошо. Сова прилетела, уселась рядом на ветку и подглядывает за мной. Вот он. Кровь с него хлыщет. Ну что, идем смотреть. Долго, конечно. Я выслеживал его вот с интервалом 10-11 дней. Он ходил, и вот как раз я подгадал. Вчера был 10-й день, и вот он утром пришел. Сегодня 11-й день. И совпало, как раз он где-то остался доедать барана. Вот, ну дотащил, слава богу. А я уже переживал, шакалы жрут. А я ничего не делаю, блядь, уже думал, приехал, думал шакалы стрелять. Ну, боженька, преподнес подарочек в виде этого волчка. А теперь я покажу вам, уважаемые подписчики, другую охоту на хищника. На птичнике у Хить Татьяны Ивановны, нашей знаменитой труженицы в птицеводстве. В углу соединения канала и полей у меня уже давно стоит капитальная засидка, куда я сейчас и иду. Я приехал на птицеводческую ферму к Татьяне Ивановне. Я уже много лет здесь ее как бы контролирую. Раньше охотился на это и стрелял уже здесь несколько волков. А это прямо с весны она начала жаловаться, что прямо в базы заходит лисица и давит кур и утаскивает. Ну, скорее всего, этой лисицы были лисята, и вот она таскала им, ну, подрощенных живых кур. Вот, я ставил фотоловушки в этом месте и действительно увидел, как лиса наводила порядок. Прямо у нее корпус разделен был на гусятник и на где птица на санитарный брак там держала. И вот она не здоровых ловила, а выносила тех, которые уже как бы она отсортировала и докармливала, чтобы потом можно просто порезать, допустим, и на шулюм. Вот. И я поставил фотоловушку, и вот она несколько дней стояла, и видно, что лиса приходила и ловила. Ну, естественно, я ей объяснил, что ты санитарный брак проводишь. Ну и лисица в браковку это забирает, поэтому как бы ничего страшного нет.
Досталось даже коту. Чуть не погиб в зубах у лисицы. За территорией фермы у меня вот своя засидка поставлена, вот я в нее поднялся. Много лет я ее использую. Лису, конечно, я не стреляю, это однозначно. Она не в моих принципах, ее и так мало. Если будет шакал, и тем более волчок, естественно, я их уберу с фермы. Вот такой вид у меня из окна моей засидки. В эту ночь видел только зайчиков. Бегали вокруг засидки ни шакала, ни лисицы, ни тем более волка. Я не видел. Приехал на свою засидку. Она уже 2 года у меня стоит, поэтому привыкла к зверям. Вот. Но здесь одна проблема. Шакалы сожрали 2 баранов, но волк так и не пришел. Поэтому я решил все-таки приехать, вот, и забрать хотя бы одного шакала, потому что не успеваешь баранов у чабанов брать. Они все сжирают. Ну и выгулять свой костюм. Blizzard. Ремингтон. Посмотрим, как он будет держать тепло. Говорят, минус 30. У меня давнишняя засидка. Теплая, хорошая. Можно сидеть. Но ветер северный. Поэтому все нормально. У меня не прихватит. Так. Открываем. В предчувствии встречи со зверем поднимаюсь в свою засидку. Открываем окно. И вот у нас вот такой вид на мою приваду. Где-то в 80 метрах она находится. Ну все, зарядился. Вот. Все, сижу, жду. Конечно, время ожидания зверя — это самое лучшее время, которое можно выждать на засидке. Ну, сейчас вот смотрим, темнеет. Сейчас должно попереть. Ну все, тишина в студии, работаем. Что-то я не пойму. Не могу навести резкость в прицеле. Ни в объективе, ни в окуляре по диоптриям. Неужели прицел поломался? Периодически поглядываю в гляделку. А вот и шакалы. Подходят к приваде по пахоте слева. Да что такое? Резкости нет. Один ушел. Один готов. И сова прилетела. Думаю, что тут интересного. Ну и хорошо. А тот убежал. Теперь уже можно собираться потихоньку, спускаться и идти смотреть. Пошли посмотрим, что тут у нас получилось. Настроил неудачно по кишкам. Выходная посередке. Плохой выстрел. Все, забираем. Пошли домой. Вот тебе и стрельба. Что-то не то с прицелом. Вот это я дал. Вижу, через поле 2 шакала идет. Ну, подождал, пришли до привада, начали жрать.
Ну, в яму спустился, канал глубоченький. Я не стал стрелять, чтоб в яме. Пока, чтоб в воду не упал, потом лазить за ним. Ждал. Он стоит метров 80. И, видать, опять что-то заподозрил или уже знал, что я здесь сижу. И на ход становится. Я крикнул, он встал, я его выстрелил. И взял. Шакал, довольно крупный самец. Пойдет куда-нибудь. Приехал на засидку. Там где-то у меня баран подвязанный. Сейчас пойду посмотрю. Но как идти по этой ледяной корке, неизвестно. Был на приваде здесь. Барана сожрали за 3 дня. Вот по морозам, которые сильные были. Снег сошел. Сейчас гололед страшный. Еле дошел. Ну, поменял фотоловушку, снял. Сейчас посмотрим. Хорошая у меня засидка. Удобная. В ней спокойно можно просмотреть файлы фотоловушки и показать вам. Волки уже доедают 3-го барана. Вот, я никак их не успею. Не могу их перехватить. Ну, вычислил интервал движения. Вот, волки ходят 3 дня. Вот сегодня как раз 3-й день. Потом 2 дня отдыхают. 3 дня, потом 2 дня отдыхают. И вот сегодня 3-й раз, когда они должны прийти. Третьи сутки, как говорится. Ну, посмотрим, сбудется мое или нет. Приходит в 20:58. Первая сучка приходила первая. Вот. А потом в 2:46 после 2 приходит вся остальная стая. Ну, посмотрим, повезет мне или нет. Во всяком случае, я уже устроился в засидке. А там баран, фотоловушки. 2 для контроля поставил, чтобы лучшая картинка была. Зарядился, карабин поставил. В окно его не высовываю пока, потому что лишний запах не выходил снутри засеки. Это ветер боковой. Зверь может услышать. С волком эти шутки не проходят. Это моя уже 4-я, наверное, засека здесь, потому что сидел, приходил. Вот, волков не было. Одни шакалы лазили, но я их не стрелял. Только обнаружил волка, я уже шакала не стрелял. Хотя перед этим я одного шакальчика добыл. Ну, а сейчас посмотрим. Сегодня ночь приготовит. Буду сидеть до упора, до утра. Или до выстрела, как говорят. Периодически посматриваю в гляделку. А вот и шакалы. Идут издалека, слева через поле пахоти. Уже парой. Наверняка, что самка нашла себе нового ухажера. Подходят не торопясь. Осторожничают. Подошли к приваде. Наверняка им в нос ударил запах волка. Разобрались и бегом сбежали оттуда. Досидев до 3, я потихоньку собираюсь и спускаюсь вниз. Кроме шакалов никто не прошел. Один зайчик прибежал ко мне, посидел возле меня и убежал в поле. Больше никого. Война войной, а обед по расписанию. Волчков надо кормить. Постоянно. Подгадал хороший западный ветер. Я не смог усидеть дома и опять полез в свою засидку. Да, приехал пораньше, потому что волки моего барана сожрали, и я поэтому притащил еще одного. Хорошо, фермер рядом и по сходной цене мне этих баранов суживает, считай, за копейки. То я зарезал его, протащил его специально свеженького, чтобы он дал запах и привлек этих волков. Хотя мои следы остались, поэтому я приехал за 1-1,5 до захода солнца, чтобы следы чуть-чуть выветрились. Вот. А то в прошлый раз сначала один подошел, другой подошел. Они таскали вокруг этих сначала кур, которых Татьяна Ивановна набросала, а потом приступили к барану. Они пришли, освоились и начали жрать. Причем среди них явно матерый был, который отгонял их от этого барана. Практически за 2 ночи они его кончили. Вот, скорее всего, приходило 4 волка. Вот, из них 3 самца и 1 самка. Причем я даже удивился, почему так вот, что молодой самец, как ему мог позволить старый самец, что он даже пытался сделать садку
прям возле барана. Попытался сделать, а старый, матерый, терпел, как говорится, все это дело. Ну, а тут причина объяснимая такая, скорее всего. Матерый уже этой самкой овладел, и не один раз. Поэтому он успокоился и отдал бразды правления, так сказать, молодым, пусть тренируются. И вот так они вот этого барана моего первого закончили. Вот, и поэтому я притащил следующего. Ну, посмотрим, что это ночь. Ну, по-любому стая эта пришла откуда-то. Здесь их не было. И они где-то рядом. Поэтому вот сегодня я прошел и буду сидеть уже до выстрела. Прошлую ночь до 4 утра досидел. В 19:30 пришло 2 шакала. Я не стал стрелять. А сейчас спокойно кемарю и жду, когда это все дело ко мне придет. В гляделку вижу 2 зайцев. Прибежали, посмотрели. Один из них даже к приваде подскочил. Почистил лапки, задрал уши и убежал в поле, высоко поднимая задние ноги. А вот какой-то зверь идет понад буграми, метрах в 300 от меня. Скорее всего, это шакал. Семенит ногами. Ушел по дороге дальше. И больше за ночь никого я не видел. Ветер западный, тот, что надо, не дает покоя, и опять умащиваюсь в своей засидке. Все, на месте. Сижу, жду, впереди бараны лежат. И смотрю, Татьяна Ивановна накидала курей. В общем, все нормально. Была бы только добыча. Посмотрел фотоловушку. Значит, волк приходил в самые первые разы. Даже днем. Скорее всего, это была волчица. Причем ела мясо и постоянно оглядывалась, как будто ждала своего ухажера, матерого волка. Но он осторожничал, наверняка наблюдал за ней и отлеживался в соседней лесополосе. Затем они парой ходили вместе 4 дня подряд с интервалом 10 дней. 21 числа первой пришла в 1:57 волчица. Поковырялась, поела, но не наелась. Потом подошел 2:06 матерый. И вот они потом вместе с волчицей жрали. То есть, если сегодня придет волчица первая, ее можно смело стрелять. Потом потянется матерый. Ну и так, как говорится, и до конца буду считать. Что получится, не знаю. Ну, надежды большие. Потому что в течение сезона как раз вот здесь единственное, когда ходит стайка. Там одиночки везде ходили, а вот здесь вот стайка. Ну еще, сейчас заряжаю карабин. Больше 10 лет я использую патрон Silver Bellow чешский. Полуоболочка 9,7 грамм. Ну, 308 калибр, естественно. Вот один ствол, а 4 сюда. Вдруг придет стая волков, и чтобы можно было спокойно заниматься. Вот, поэтому заряжаю, ставлю их на изотонку рядом. Сильно ствол не высовываю вверх, чтобы меньше видно было. А если далеко увижу, тогда уже подведу и буду стоять. Потому что шевелиться в этот момент, даже вот в этой засидке, в этом маленьком окне, волк все равно это движение видит. Ну все, теперь просто ожидаем, опускаемся в сон и ждем, ну, дремлем как минимум до 1:30. Спать-то сплю, но периодически посматриваю в гляделку. Досидел до нужного часа, никто не пришел, поэтому потихоньку собрался, прибрался, закрываю на крючок свою засидку и спускаюсь вниз. Все, охота закончилась. Досидел до 3, волчица так и не пришла, поэтому знать судьбе так угодно, пусть живет и растит свое потомство. А я пошел снимать фотоловушку. Все, сезон закончился. Ну и все. Включаю, закрываю и вперед. Волчице повезло. Сегодня я на своей ферме. На ней уже шакалы сожрали
2 барана. Сегодня 3-й уже там лежит, и они уже его доедают. Поэтому принял решение хотя бы одного шакала подстрелить. Но сегодняшнего дня морозы начинаются, вот сегодня уже -7. Может, мне повезет и волчок придет. Я вот сижу в своей засидке возле фермы. Все ходили шакалы, вот это 2 месяца ходили шакалы, я не трогал их, думал, дождусь волков. А сегодня пришел баранов, почистили. И смотрю, приходило 3 волка. Скорее всего, это те мои знакомые. Пришло время стрелять волков. Так что до упора буду сидеть и ждать волков. Что получится, не знаю. Поставил фотоловушки, буду наблюдать. Вот. 2 фотоловушки стоит. Это останки барана. Вот. И 3-я фотоловушка вот с этой стороны. То есть с 3 сторон проекция будет. В половине 12 ночи пришли волки. Да, это моя знакомая по осени троица. Вернулась на ферму. 2 самца и 1 самка. Да она беременная. Какой нормальный охотник будет бить беременных? Нет, не буду я стрелять. Пусть плодятся и создают свое гнездо. Вот такая вот ферма здесь. И он скоро будет выгонять скотину в базы. И нужно, чтобы животных здесь посторонних не было. Да, здесь коровы есть. А ты слышишь, мычат? Да. Вот мы с внучкой Златой приехали, где я шакала в прошлом году стрелял. Вот. И сейчас вот фермер тоже к концу, так сказать, охотничьего сезона говорит, приедь, постреляй шакалов, потому что их тут развелось 1000 штук. Он даже приготовил мне приваду с барана. Сейчас мы пойдем посмотрим и поставим со Златиком Если фотоловушки. Что тут будет, посмотрим. А потом примем решение, приезжать сюда или нет. Так же, да, правильно? Да. И вот там где-то он ориентир стал под деревом, где-то он привязал барана. Сейчас мы со Златом пойдем там, посмотрим и поставим фотоловушки. Правильно, Златик? Да. Если что там будет, может там ничего и нету, вон от страха глаза велики. А ну посмотри, идешь и смотри следы, какие ты увидишь, говори. Я ж тебя учил следы читать. Давай говори, где ты, что ты увидишь тут. Любой след увидишь, говори, какой чего. Сюда по краю пошли, Златик, пошли по краю. Да. Что там? Увидела что-то? Да. Что там такое? Ну-ка рассказывай. Что там такое? Да. И вон продолжается. Продолжение. Да, смотришь сразу продолжение, как я тебе учил. Это шакал ходил, Злата. Отпечаток сам. Вот он. Ну, это крупный след был. Это волк уже пошел. Ты не знаю, волк или не волк. Вот он пошел, видишь? Да, ну вот его следы, да. И вот это вот баран. О, хорошо, он его привязал, да? Угу. Ну и что тут следы? Смотри вокруг барана. Следы какие-нибудь есть? Ничего нет. Пока нет. Тут может и фотоловушку нечего ставить, как твое мнение? Или поставим одну? Ну, вон туда можно, на горку. Это что за здесь? Медвежий какой-то. Это большой след. Это может и волчок сюда приходил. Это у волка такой. Ну давай поставим фотоловушку одну. Много не будем ставить. И понаблюдаем. Правильно? Угу. Там, Златик, что там? Волчья тропа. А, ну оттуда зверь с камышей приходит, скорее всего, да. Вот. Ну я поставил фотоловушку, Златик, вот здесь вот. Пусть она здесь стоит и смотрит, и наблюдает. Понял? Пошли. Утка поднимается. Все, поехали домой. Шакал ходит. Ну, посмотрим, Злата. Беременна, там муж прошел, деда. Ну, пусть Маша бежит. Пусть Маша. А сейчас ты норм насыпешь. Ну, тут она и бегает. Чего же ей тут не жить? Пошли. Все, поехали. Фотоловушку поставили. Теперь будем наблюдать. Тут мышиное царство. Вот я на ферме. Замаскировался в камышах в своей засидке. Вот и моя привада показала, что приходил волчок в 5 утра. И вот я планирую его дождаться с вечера.
Придется сидеть всю ночь. Но ничего страшного. Вот там под деревом у меня лежит баран привязанный. И вот по этой дамбе оттуда приходил волчок. Просидел до утра, никого. Под утро только ежик подошел, проснулся уже, весна, и все. Волков не было. Но может быть это и хорошо, потому что это может быть член той семьи, которую я видел на ферме. Заехал еще на одну приваду, там волк с волчицей питаются. Наверняка она тоже беременная. Пусть живут и размножаются. Но на этом свою охоту в этом сезоне я заканчиваю. Тем более у меня какие-то непонятки с резкостью на карабине. Ну вот, уважаемые подписчики, лежу в больнице, жду операции. Конкретная катаракта правого глаза. Скорее всего, прицел сделал свое дело, чуть-чуть подпалил, ну и получилось таким образом. Завтра операция, но я не расстраиваюсь. Медицина сейчас сильная, так что все будет в порядке. Я с вами. А я на прицел грешил, думал, он поломался. Да, вот так вот приходит сестричка. Закапывает нам всем болезным. Операция прошла успешно. Я с вами. Так что все нормально. Зоркий глаз теперь будет у меня. Так что я с вами, уважаемые подписчики. Работаем дальше. И стреляем волков. Когда сидишь в удобной засидке, высота почти 2 метра, вот, видимость отличная, настроение отличное, вот, и, как говорится, предчувствие от встречи со зверем не покидает тебя, то и работать можно. Достаю спокойно карабин из чехла, прикручиваю банку. Я, в принципе, эти мелочи никогда вам не показывал, потому что они не нужны. Они не нужны, а нужно вам показывать охота. Ну, как говорится, многие, как говорится, охотники показывают все это для мелочей, до мелочей, лишь бы, так сказать, время канала там или как там. Время показать, затянуть. Я этого не люблю, но поскольку время у нас есть, вот, использую пулю Silver Bellows 9,7 грамм, 308 калибр. Вот, она по волку и шакалу идет отлично. Один ствол и 4 в магазин. Вот это сюда, потому что кто его знает, сейчас как набежит стая шакалов. Я обычно на приваде стараюсь лишний раз не шуметь. Вот. И стреляю один раз. У меня есть и полуавтомат Сайга 308. Вот. Ну, я ее беру очень редко, потому что вот это лязгание затвора при перезарядке меня пугает, не только что зверя там пугает, поэтому я стараюсь этого не делать. Вот чизетку достал, один раз выстрелил и достаточно, потому что я не люблю и тех охотников, которые в угодьях строчат, как с пулемета, с карабина. В угодьях с карабина нужно стрелять один раз, ну максимум, если добить, второй раз. Больше не надо стрелять. А строчить я не приемлю и не люблю этого. Ну, бывают такие охоты, что иной раз берешь и сайгу свою, полуавтомат, потому что бывают такие, ну как бы, на приваде ясно, четко пришел, зверь подстрелил, все. А вот на переходах, там, допустим, срочно нужно добавить, тогда я уже беру сайгу. Вот такие пироги. Ну все, теперь сидим, карабин в сторонку. Вот, и будем ждать приближения зверя. Вот такой вид у меня из окна моей засидки. Вот это время, когда ты проводишь перед тем, как стемнеет и пойдет зверь, вот эти минуты самые
желанные для любого охотника, засидчика. Потому что ты не знаешь, что зверь, что вечер тебе готовит, какой зверь придет, что ты увидишь, как ты будешь стрелять. Попадешь, не попадешь, хоть ты их уже перестрелял, как говорится, целую кучу, но все равно адреналин пойдет в кровь, и тебя начинают в это время, как говорится, трясти, и ты должен собраться, так сказать, и попасть именно туда, куда надо, чтобы положить зверя на месте. И самое главное, что интересно, вот когда ты за зверем наблюдаешь, в это время, чтобы нигде ничего не скрипнуло, потому что зверь тоже на приваду выходит, он тоже осторожничает, он тоже слушает, он тоже крутит головой и старается заметить что-то иногороднее. Почему я даже и фотоловушки прячу, вот, или ставлю заранее, за 2-3 ночи, чтобы зверь пришел к ним, привык сначала к фотоловушкам, а потом уже садится, когда зверь привыкает к фотоловушкам и знает, что они уже здесь вот торчат, допустим, и снимает, он уже на 2-ю, на 3-ю ночь уже ведет себя не так осторожно, а идет спокойно жрет. Вот. А когда ты только приехал, воткнул фотоловушку, так тебе, как казалось бы, удобнее снимать, зверь увидел инородное тело, которое он раньше не был, он уже старается не подходить, осторожность, обойдет вокруг 2-3, уйдет, потом, может, под утро еще раз придет, увидит, что опять стоит, поймет, что она может быть безопасна, а может быть даже в эту ночь и не придет, придет на следующую ночь, поймет, что она безопасна, и тогда начнет жрать. То есть тут нюансов очень много. Вот. А мне вот как охотнику все эти моменты надо учитывать, потому что на шару так просто волка, да и шакал. Шакала я тоже первый раз что-то обходит осторожно, все. Не возьмешь зверя. Зверь, хищный зверь, он всегда осторожен. Он всегда осторожный подходит, тем более к приваде. Привада, он знает, что это дармовая пища, и она, возможно, просто так здесь не появилась. Значит, ее, наверное, специально или выбросили сюда, чтобы его, так сказать, приманить. То есть, мне даже вот у нас охотовед Александр Иванович был, он говорит, что ты волка, мол, очеловечиваешь. Вот. Я его не очеловечиваю, но я, как говорится, знаю, что чем больше я его знаю, тем у меня получается понятие, что я его мало знаю. Потому что каждый раз он меня удивляет. Может даже, ну как вот сказать, он читает мои мысли. Я стараюсь его понять, а он старается меня понять. Потому что волк, может быть, даже обладает какими-то телепатическими свойствами. Потому что зверь очень умный, просчитанный. И он все как бы даже знает, что будет дальше впереди. У меня вот даже один случай был. Я за одним волком ходил 4 месяца. 4 месяца ходил. Потому что он меня вычислял. То есть я приезжаю на приваду, он уже сидит метров 300, ждет. Ага, посмотрел я, что я иду на приваду. Только карабин, он исчезает. То есть он вычислил место, куда я приезжаю. Эти 300 метров я иду, да. Засидки свои, он уже вычисляет мой путь. Почему? Потому что после дождя я как-то приехал, смотрел, он по моим следам походил туда и назад. То есть он вычисляет. Было даже так, что я приехал с охотоведом со своим. Я пошел впереди на свою засидку. И с другого места. Это то с этого приезжал, то с другого места приехал. Я пошел впереди. Валера, мой охотовед, идет сзади по моим следам. Дошли до засидки, я по ступенькам поднялся вверх, Валера тоже поднялся по ступенькам вверх, Валера спустился и ушел назад, и уехал на машине. То есть волк и это даже прочувствовал и вычислил. Каким образом, я не знаю. Но я его обманул, это было 26 февраля, как раз у волков был гон. Вот, я его обманул как? Каким образом? Мороз -8 был, -10. И я заехал с другой стороны, уже с третьей стороны сам, по снегу, через общедоступные охотничьи угодья и шел на свою засидку метров 600 по снегу. Я отнес теплые вещи сначала на засидку, пришел назад, взял карабин и пошел на свою засидку. То есть я проложил тропу туда и назад.
Вот. Где-то, как только стемнело, через полчаса 40 минут, слышу, протянул этот волк, провыл метрах 600 от меня, и за ним протянула волчица. То есть они уже создали пару. То есть это уже было как бы интересно. Вот. Ну, думаю, сейчас у него памороки забиты любовью. Может быть, придет. Ветерок прямо на меня дует. Думаю, все хорошо. В общем, потом где-то через 40 минут смотрю, и он идет за ветром. Ветер на меня, и он идет за ветром на приваду. Бедный голодал, видать. Ну вот, идет на приваду. И я уже подпустил его метров на 80. Прямо в грудь свалил. Потом читаю следы. И оказывается, этот волчок вот, по посадке, там через угол посадки проходил, дошел до моих следов, пробежал по моим следам к машине метров 100, вот, убедился, что я как бы уехал, вернулся назад, пошел к своей волчице, вот они за это погулялись, покублились, вот они провыли, и он потом, убедившись в том, что меня нет, и может быть в том, что он уже свои дела поделал, может быть погулял с волчицей, вот, и пошел спокойно жрать. И тут я его подловил. То есть это было у меня, Потом минут через 40 я еще посидел, не могу успокоиться, думаю, неужели я это сделал. Лисица прибежала на приваду, понюхала, до волчка подбежала, понюхала. Ну, то есть как бы интересно. Вот, вытащил волчка, да, он был хороший волчок, довольно-таки крупный, но как при взвешивании оказалось 40 килограмм. Ну, то есть это нормальный волк. Вот такие волки бывают. Вот. Я его не человечество, но это высокоразвитое существо, которого добыть – это большая удача. Поэтому дерзайте, юноши, работайте, и все у вас получится. Периодичностью где-то 2-3 минуты я посматриваю в гляделку, потому что зверь может подойти в любую минуту. Кубанку я специально кокардой назад, чтобы она не светилась при свете луны. Вот, на ночь я так делаю. Вот, ну и практически периодичность у меня получается просмотра в гляделку где-то 2-3 минуты. То есть 2 минуты я сплю, вот, 1 минуту я туда-сюда собираюсь, включаю, выключаю. И вот, и где-то 1,5-2 минуты я осматриваюсь. То есть у меня цикл весь идет со сном и осмотром где-то 5 минут. И вот так практически у меня идет вся ночь. Но для того, чтобы глаз не поджечь сильно тепловизором, я гляделку смотрю левым глазом, а в прицел я смотрю правым глазом. То есть, и практически у меня оба глаза одинаково, то есть нету. Бывает, что после гляделки там темное пятно остается, а вдруг стрелять, а у меня ничего не получается. Поэтому правый глаз у меня только для прицела, чтобы он всегда был готов к стрельбе. Ну, вот так вот 2 минуты посидел, посмотрел, 5 минут прошло, и опять кемарю. Причем часы работают четко, 2 минуты, и потом перед глазами всплывает, как будто волк стоит, я просыпаюсь, давай. То есть у меня такие, я даже пробовал проверять, 5-6 минут у меня выходит на цикл. И этот цикл практически даже в те времена, вот самые тяжелые времена, где-то с 2 до 3, до 4, вот в это время ночи, вот именно этот цикл сохраняется, то есть уже он выработался у меня, эти внутренние часы, и я по ним и работаю. Ну все, работаем, поздняя заря, шакал может появиться в любую минуту. Вот те кадры, которые не вошли в фильм. Я думаю, они будут полезны для вас, уважаемые охотники и подписчики.